个压轴出场。老规矩，出赛！客栈，风雷阁阁主雷尊者现身了。 Яо Лао, учитель Сяо Яня, в прошлом занимал важное положение на центральных равнинах. Он был главой одного из 4 павильонов. Естественно, у него было много друзей, которые после его исчезновения продолжали его искать. В связи с этим недавно раскрыли личность могущественного человека, который является близким другом Яо Лао и в будущем сильно поможет в его освобождении из Дворца Душ. Это никто иной, как почтенный Фэн, давний друг Яо Лао и нынешний глава павильона Падающей Звезды. Только прибыв на центральные равнины, Сяо Янь пытался разузнать о нем побольше, поскольку учитель Яо Лао велел при первой возможности заручиться поддержкой этого могучего эксперта на центральных равнинах. В будущем почтенный Фэн будет играть немаловажную роль в сюжете и будет всячески помогать Сяо Яню. Впервые Сяо Янь узнал о нем от его ученицы Му Цинь Луань, так что встреча с учениками 4 павильонов возле Кровавого бассейна не прошла зря для Сяо Яня. Близится собрание 4 павильонов. Именно здесь Сяо Янь впервые встретил почтенного Фэна. Его имя Фэн Сянь. Старик был одет в зеленую мантию. Длинные волосы опускались ему на плечи, придавая расслабленный вид. Его лицо нельзя было описать как обычное, хотя оно и выглядело довольно старым, но в нем до сих пор можно было заметить следы красивых черт. Судя по внешнему виду, он явно старше всех присутствующих почтенных воинов. Возможно, из-за практикуемого метода доуци элемента ветра, но его поведение выглядело неземным. Внешность почтенного Фэна также была раскрыта в аниме. В отличие от оригинала, он выглядел намного моложе своих лет, и от него действительно веет легкой и свободной аурой. В прошлом почтенный Фэн и Яо Лао прошли через множество испытаний на грани жизни и смерти. Особенно запомнился случай у останков эксперта на уровне Доушен, где Яо Лао заполучил технику сжигания. Этого человека можно считать другом Яо Лао, с которым он прошел через огонь и воду. Впоследствии вдвоем они создали павильон Падающей Звезды, где Яо Лао стал главой, а Фэн Сянь – лидером из-за своих управленческих навыков и заместителем главы в отсутствии Яо Лао. Фэн Сянь также стал учителем Му Цинь Луань благодаря дружбе с ее кланом. Несмотря на то, что павильон Падающей Звезды был самым новым среди 4 павильонов, он имел сильнейшую репутацию на собрании 4 павильонов. И это неудивительно, ведь сила почтенного Фэна поражает. На каком уровне он находится? Как глава павильона Падающей Звезды он достиг уровня почтенного воина 4 звезды. На этой встрече 4 павильонов Фэн Сянь казался самым беспечным из всех почтенных воинов, но до тех пор, пока Сяо Янь не показал кольцо своего учителя Яо Лао. Дело в том, что Сяо Янь, как обычно, оказался среди 2 огней, точнее, вражда с павильоном ветра и молний снова вспыхнула, и в этой ситуации он рассчитывал на помощь почтенного Фэна. Однако произнести имя Яо Лао среди всех присутствующих он не мог. Поэтому просто снял это древнее черное кольцо со своего пальца, которое ему оставил Яо Лао, а затем кинул его почтенному Фэну. Тот посмотрел на чрезвычайно знакомое кольцо. Улыбка на лице старика пропала, он пристально вглядывался в кольцо с глубоким духовным отпечатком. Хотя он не произнес ни единого слова, присутствующие поняли, что прямо сейчас почтенный Фэн испытывает настолько сильные эмоции, которые попросту не способен сдержать. Спустя несколько мгновений почтенный Фэн произнес фразу тоном, не допускающим никакого спора. «Никому не позволено касаться Сяо Яня». Вес слов почтенного Фэна нес исключительное влияние. Вполне вероятно, что практически невозможно будет найти человека на континенте Доуци, способного оспорить слова почтенного воина. Его ученица Му Цинь Луань сразу вспомнила слова Сяо Яня, что он ученик его старого друга. Но кем же был этот друг, что почтенный Фэн ради него посмел беззаботно стать врагом павильона ветра и молний? Итак, поняв, что это кольцо принадлежит Яо Лао, почтенный Фэн стал серьезен и взял Сяо Яня под свою защиту. Он спокойно смотрел на Сяо Яня и вскоре обратился к нему спокойным голосом. «Ты и он. Каковы ваши отношения?» Сяо Янь глубоко вдохнул, глядя прямо в лицо почтенного Фэна. Он уважительно поклонился и еще раз сложил ладони перед почтенным Фэном, но теперь его голос звучал гордо. «Учитель и ученик». Затем он коснулся огненной печати на лбу. В следующий миг крошечная нить плотного белого пламени проскользила между его пальцев, леденящее кости пламя.
Почтенный Фэн изумленно смотрел на нить пламени. Он был предельно знаком с ним. Старик знал о аспекте передачи небесного пламени, тем не менее, своими глазами он смутно, но заметил крайне тусклое и знакомое ощущение в своей душе. Стоило Сяо Яню коснуться печати на лбу. Поэтому он понял, что леденящее пламя его старый друг наверняка оставил в теле Сяо Яня, чтобы никто посторонний не наложил на него руки. Но самое главное, теперь он точно увидел доказательства связи Сяо Яня и Яо Лао. Почтенный Фэн очень ценит дружбу с Яо Лао и постоянно искал информацию о нем. Учитывая присутствие у Сяо Яня частицы пламени леденящего кости от Яо Лао, а также тот факт, что он был учеником его друга, почтенный Фэн предложил Сяо Яню называть его учителем и был готов объявить войну павильону ветра и молнии, чтобы защитить Сяо Яня. А чуть позже он кратко допросил душу Хань Фэна о пленении Яо Лао. Что ж, у Сяо Яня появился очень могущественный покровитель. На центральных равнинах это очень важно, а главное, теперь у Сяо Яня больше шансов на спасение учителя. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о друге Яо Лао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!